Всем здравствуйте, меня зовут Маргарита, и вы на канале сообщества людей, открывающих границы. И сегодня у нас в гостях ребята, которые изучают русский язык в качестве иностранного. Представьтесь, пожалуйста, привет, как вас зовут? Меня зовут Эдди. Я из Конго. Я приехал вообще русский язык ничего не знал. И я приехал в 2017 году. И в декабре я начал изучать русский язык. И вот сейчас я третий курс сети информационной системы технологий. Я вот сейчас учу. Учишься на русском языке? На русском языке, да. Привет, меня зовут Айна, я приехала из Туркменистана. Сколько лет вы изучаете русский язык? Почти 1 год, да. Почти год. Да. Я изучаю русский язык, получается, с 4 класса. У нас было занятие по 2 раза в неделю, уроки русского языка. А также я приехала в университет сюда поступать в 2017 году. И сейчас я учусь на 4 курсе по предмету русский язык как иностранный. Как вы решили начать изучать русский язык? С какой целью вы это делаете? Я русский язык изучал, чтобы учиться в российских вузах. Мне нравится изучение русского языка, так как русский язык является самым популярным языком в мире и занимает 3-е место по использованию в интернете. Во-вторых, русский язык также приветствуется во многих странах. И в-третьих, могу сказать, что русский язык, без знания русского языка невозможно узнать русскую традицию, народ и культуру. Что вам кажется самым сложным в русском языке? Какие сложности возникали, когда вы учили его сами? Мне самое сложное было это глагол движения и еще существительное между этот внимательный и родительный падеж. Быть внимательным к падежам, особенно к родителям. Да, существительный, потому что это похоже, и вот поэтому я перепутал мужской и просто род. А род тоже путается? Да, я перепутал род мужской, внимательный и родительный падеж. А в родном языке есть рода? Да, есть, у нас есть родной язык, но французский язык есть. Ну, там есть, да? Да, есть. А для меня было изначально трудным это изучение правил, также падежей, орфографии, и письменности. Что помогло вам научиться говорить по-русски так хорошо? Сначала вот я слова научил каждый день, и еще глаголы, а потом падеж. Падеж, как я сделал, у меня таблица была по-другому. Первый падеж именительный, потом второй у меня был винительный падеж. А родительный падеж у меня не второе место там стоит. Эти имеют в виду, что в русском языке падежи идут сначала именительный, родительный, винительный, а он для удобства разместил их по-другому. Да, винительный. Я могу ответить с одним словом, это практика. Когда больше общаешься с людьми русскоязычными, тогда больше будет и практики, и общение, и разговор улучшится. Как вы победили русскую грамматику? Что сделали для того, чтобы справиться с этим? Ну вот так потом еще надо вот с русскими надо гулять, общаться, и вот вместе надо пожить часто. Вот поэтому у меня друг был в общежитии, часто к ним я сходил, мы там смотрели там матч и еще делаю этот. Я тоже вот радио тоже слушаю, потому что мне советовали, потому что мне очень трудно будет слушать. Мне сказали, давайте радио там слушай, еще русский фильм тоже надо смотреть, вот. И субстрата тоже там была. Ну, то есть, как ты думаешь, чтобы выучить русский язык, нужно жить в России, да? Да. Не обязательно, можно тоже у себя там научить, но просто здесь быстро научить и тоже понимать. Ну, то есть быстрее учиться русский язык в России. Да, очень быстро. Я победила русскую грамматику с помощью заучения правил. Ну, то есть наизусть. Да, когда учишь, больше вспоминаешь. Много времени потратила? Да, очень много. Есть ли какие-то учебники, может быть, или приложения, пособия, то, чем вы сами пользуетесь, что вы можете посоветовать, что помогает в изучении русского языка, что действительно эффективно? Вот я приложение, которое мне советовали, было Грамота, не знаю, если... Грамота.ру. Да, Грамота.ру, да. И еще книги мне дали от университета. В университете дали. Мне помогли самоучители, сказки, а также
учебники «Жили-были», «Поехали». Они очень интересные, познавательные. Был ли в вашей жизни такой момент, когда вы уже достаточное количество времени изучаете язык, уже много знаете, можете говорить, все, что вам нужно, вы уже можете сделать на языке, но из-за того, что дальше сложно, еще сложнее, вы просто останавливаетесь и думаете, все, я бросаю, я больше не буду учить русский язык, с меня хватит, очень сложно, очень увлекательно, конечно, но спасибо, до свидания. У меня такой момент не был, потому что у меня желание было вообще, чтобы учиться в России, вообще русский язык у меня был вообще очень важно, вот поэтому я вообще не бросил, потому что я придумал, как я буду, например, там задавать вопрос преподавателю, как, например, если вообще ничего не понимаю, к другу, как я могу обращаться, вот только на русском, вот поэтому я вообще не бросил. У меня никогда не было желания забыть этот русский язык. У меня, наоборот, например, не знаю какое-либо слово, мне интересно узнать его, я обязательно смотрю в интернете его. Большое спасибо ребятам за интервью. Ну а наших зрителей мы попросим оставить в комментариях информацию о том, откуда вы, сколько лет вы изучаете русский язык и для чего вы это делаете. Кроме того, внизу будет ссылка на наш телеграм-канал, на который вы можете подписаться, получать последние новости сообщества, а также полезные материалы по изучению русского языка. До скорой встречи, пока! Да, не обязательно отвечать. А я просто спрошу, откуда вы? И ты вот всю свою историю расскажешь. Да. Я, наверное, забыла спросить вначале, откуда вы? Ну, а я из Конго. Я спросила? Да, уже. На этом интервью. Все. Да.